Здравствуйте, вы на канале Баланс стиля. Сегодня я расскажу и покажу, как сшить такое платье, которое сейчас на мне. Оно с молнией по спинке и на подкладе. Вот небольшой обзор уже готового изделия. В этом видео я покажу и расскажу обо всех нюансах, которые нужно знать для пошива этого платья, начиная с моделирования и заканчивая последней строчкой. Приступим! Платье на данный момент находится на этапе идеи и эскиза. Рассмотрим полочку. Талиевые выточки оставлю без изменений, нагрудные перенесу в пройму, также немного заужу платье к низу, немного расширю горловину, плечевой срез со стороны проймы тоже слегка укорочу. Спинка. Вот основная идея этого платья. По центру спинки, сверху донизу, будет проходить молния. Отталкиваясь от этого и создаем выкройку. Именно в таком варианте, как здесь на эскизе, и будет в основном находиться молния. То есть открытая спинка почти до талии и разрез по низу, высота которого будет регулироваться по желанию. Талиевые выточки оставлю без изменений, плечевой выточки в платье не будет. Ну и соответственно те же действия мы делаем и со спинкой. Со стороны проймы также немного укорочу плечевой срез и заузим платье к низу. Переходим к моделированию. Итак, выкройка основа, полочка и спинка. Начнем с полочки. Я хочу, чтобы моя нагрудная выточка уходила в пройму. Допустим, вот сюда. Переносим выточку в пройму. Совмещаем линии проймы, тем самым закрывая ее. Скорректируем плечевой срез. Здесь я хочу его уменьшить на 1,5 сантиметра. И чтобы в готовом виде он у меня был 5,5 сантиметров. Проведем новую линию проймы. Помните, что вот здесь угол должен быть 90 градусов. Пожалуй, слегка увеличу вырез проймы и сбоку, буквально на сантиметр. Здесь также должен быть угол 90 градусов. Можно увеличивать пройму, проводя линии нечетко в эти точки. Можете увеличить ее побольше, соответственно уменьшив выточку. Главное, следите, чтобы линии выточки были одинаковые. Горловину хочу углубить сантиметра на 3. Угол 90 градусов. Также и здесь угол 90 градусов.
Проводите коротенькие отрезки, чтобы образовать ровные углы. И дальше проводите кривую, которая вам нравится. С выкройкой полочки почти закончили. Надо определиться с длиной и заузить платье. Длину определяю от самой высокой точки выкройки основы полочки. Сделаю платье длиной 87 сантиметров. И внизу хочу заузить его на 2 сантиметра. Можно заужать, начиная с линии бедер, но я начну заужать его чуть ниже, буквально на сантиметр. Выкройка полочки готова. Переходим к спинке. Начнем с проймы. По плечу ее нужно увеличить на 1,5 сантиметра, а сбоку на сантиметр. Всегда помните про угол 90 градусов. Ширина моего плеча в готовом виде 5,5 сантиметров. Здесь у меня как раз 5,5, и поэтому мне никаких дополнительных действий с плечевой выточкой здесь выполнять не нужно. Но если вам нужно будет перенести ее, чтобы от нее избавиться, вот как это сделать. Ну, допустим, мне нужно было бы перенести ее вправо. Вот что нужно знать. Вот эта линия выточки параллельно центральной линии спинки, то есть она четко вертикальная. Допустим, мы продлеваем вот этот отрезок на сантиметр. Теперь выточка пойдет отсюда. Измеряем ее. 7 сантиметров. Четко вертикально проводим 7 сантиметров. Раз мы продлевали вот этот отрезок на сантиметр, соответственно, вот этот укорачиваем на сантиметр. Проводим новую линию выточки четко в эту точку. И перепроверяем, чтобы отрезки были идентичны. Четко 7 сантиметров у меня здесь и здесь. Мне выточка здесь не нужна, я ее убираю. Я хочу, чтобы моя молния открывала спинку почти до талии, но не совсем. Буквально на 2 сантиметра, не доходя до линии талии. Проводим линию выреза спинки. Ну и такого угла здесь быть не должно. Мы его немного сгладим. Теперь определяемся с длиной. Оно у меня 87 сантиметров, но это не значит, что оно у меня будет по спинке также 87 сантиметров, начиная от самой высокой точки спинки. Это значит, нужно измерить полочку от одной из контрольных линий. Измерим от линии бедер.
24,5. Двадцать 24,5 сантиметра от бедер. А если измерять от самой высокой точки по спинке, мое платье будет равно 85 сантиметров. Осталось лишь заузить платье к низу на такие же 2 сантиметра. И от линии бедер я для заужения отступала 1 сантиметр. Центр по низу я пока что оставлю без изменений. При первой примерке, возможно, я это скорректирую. Иногда облегающие платья могут торчать в этой области. Вот так это может выглядеть. Ткань хорошо облегает по бедрам, а к низу это смотрится вот таким образом. Не очень красиво. Зачастую такое бывает с трикотажем. Но есть небольшая вероятность, что и совсем не эластичное платье нужно будет скорректировать, особенно учитывая, что здесь будет молния. Для удобства выкраивания я вырезаю только половинку выточки. Левую или правую я вырежу правую, а левую я разрежу в этой части и согну. При выкраивании я полностью смогу провести линии выточки и также сразу отметить центр выточки. Но помните, что такого угла быть не должно в выточке. При выкраивании слегка сгладьте их. То же самое я делаю и с выточкой на спинке. На этом с моделированием мы закончили. По расходу ткани. На такое платье длина необходимой ткани равна длине платья плюс сантиметров 10. По низу припуск я оставляю 5 сантиметров, но на всякий случай ткань лучше брать с небольшим запасом. Выкраиваем платье с припусками 0,7 или 1 сантиметр. Кому как удобно, я оставляю 1 сантиметр. Полочка у нас состоит из одной детали, спинка из двух. Сборка платья состоит из таких этапов. В первую очередь мы сшиваем выточки. Предположим, вот эта выточка. Естественно, мы не сшиваем ее, уходя в такой острый угол. В этот угол нужно уйти очень плавно. Вот таким образом. Далее мы сшиваем платье по боковым швам и по плечам. Если выточка маленькая, после ее сшивания с ней ничего не нужно делать. Но если выточка глубокая, как у меня на спинке, ее нужно сшить, а после лишнее срезать и обметать. Нагрудные и талиевые выточки на полочке у меня маленькие, их оверложить не нужно. Также оверлоком нужно обработать боковые швы после соединения, низ изделия, уложив боковые швы в нужную сторону. У меня они уходят на спинку. Далее нужно хорошенько разутюжить платье, укладывая припуски и выточки в определенную сторону. Талиевые выточки, полочки у меня разутюжены в стороны боковых швов. Нагрудные выточки я решила уложить вниз. И талиевые выточки спинки уложила в сторону центра спинки. Переходим к этапу пришивания молнии. Припуск внизу изделия у меня 5 сантиметров. Молния будет начинаться вот отсюда и идти четко до плечевого шва.
Переворачиваем молнию и прикладываем краем молнии к краю ткани. Иду на машинку, прокладываю строчку на 1 сантиметр, так как я оставляла припуск 1 сантиметр. Если вы оставляли 0,7, прокладывайте строчку на 0,7. В этом случае тесьма молнии будет чуть более видна. Начинаю пришивать молнию четко от линии плечевого шва, и потом лишние зубчики я удалю. Притачали одну сторону молнии, теперь нужно точно так же притачать вторую. Для этого нужно отметить контрольные точки, по которым мы будем ориентироваться. Первая контрольная точка – это бедра, талия. Застегиваем молнию. Теперь на самой молнии отмечаем контрольные точки. Линия талии, линия бедер. Совмещаем молнию с лицевой стороной нашего изделия. В данном случае так удобнее всего. Линия бедер. Линия талии. Линия низа изделия. Моя молния длиннее буквально на ширину стопа, так что и с этой стороны линия плеча должна проходить вот здесь. Совмещаю край молнии с краем изделия по всему периметру, затем выворачиваю и проверяю. Проверяем, чтобы нигде не было перекосов, чтобы идеально совпадал низ изделия и плечевые швы. Если все хорошо, можно прокладывать строчку. Притачали вторую часть молнии, сравнили, чтобы идеально совпадал низ. Это важно, потому что когда мы будем подворачивать припуск, он будет упираться в низ молнии, поэтому низ должен идеально совпадать. Сравниваем плечевые швы. Хоть молния сверху у меня и не будет закрыта вплоть до плечей, она изначально задумывалась быть всегда раскрытой вплоть до талии, но плечевые швы при стачивании молнии должны совпадать. Теперь видим, что моя молния длиннее буквально на вот этот стоп. Теоретически можно было бы его и оставить, так как молния совсем незначительно длиннее. Но красивее будет, если мы его удалим, и молния будет заканчиваться четко вровень с плечевым швом. Удалила стопы. У меня молния совсем чуть-чуть длиннее, так что я не буду здесь ничего обрезать. Я просто сдвину кончик молнии таким образом, чтобы он был скрыт. Если у вас молния сильно длиннее, вы можете завернуть ее таким образом первый раз и второй раз вот таким образом. Проложить пару закрепляющих стежков и обрезать молнию вровень. Если вы в процессе изготовления изделия вносите какие-то корректировки, то в случае, если вы хотите
соединить изделие с подкладом, все изменения, внесенные в процессе, переносите и на выкройку, потому что по этой выкройке вы потом будете выкраивать подкладку. Например, я при первой примерке решила слегка углубить пройму и сразу после этого внесла эти изменения в выкройку. Низ по центру спинки не меняла, кстати, хорошо сидит. Подкладку выкраиваем на несколько сантиметров короче нашего изделия. Итак, я сделала подкладку, сшила выточки и проложила строчку по низу. Теперь будем соединять подклад с нашим изделием. Так как у меня горловина платья не соединена в круговую, то я начну соединять изделие с подкладом с проймы, а горловину оставлю на конец, туда будет чуть проще подобраться. Итак, прикладываем лицом к лицу и соединяем изделие с подкладом по одной из пройм. Припуски в разутюжку. Если припуск основного изделия вправо, то припуск подкладки влево. Идем на машинку, прокладываем строчку. Теперь нам нужно закрепить припуски на стороне подкладки. С лицевой стороны прокладываем строчку на 1 мм от шва на стороне подкладки. Проложили строчку на 1 мм от шва стачивания, закрепив припуски на подкладке. Теперь мы рассекаем припуски по периметру, не доходя 1 мм от закрепляющей припуски строчки. Рекомендую это делать, отвернув припуски на основное изделие. Тогда вы точно будете уверены, что вы не задели ткань или строчку. Рассекли припуски. Делать это нужно обязательно в местах, где есть скругление. Выворачиваем. Одна пройма обработана, теперь наша задача обработать вторую. Подлезем к ней снизу изделия и начнем соединять лицом к лицу. Припуски также в разутюжку. Давайте вывернем и перепроверим, все ли у нас хорошо легло. Плечевые швы.
выточки, боковые швы совпадают. Вывернем таким образом, как если бы подклад и основное изделие уже были притачены. Да, все хорошо выворачивается. Значит, можно переходить на машинку. Делаем все то же самое, что делали с первой проймой. Соединяем подклад с изделием и затем со стороны подклада на 1 мм прокладываем закрепляющую припуски строчку. Затем рассекаем припуски и выворачиваем. Смотрим, как на данный момент у нас выглядит изделие, соединенное с подкладом по проймам. Сейчас будем соединять по горловине. Так как здесь тесьма молнии, которая должна быть скрыта, сразу поверну ее в сторону припусков и закреплю. И со второй стороны. Подлезу к горловине снизу изделия и также соединим лицом к лицу. Сначала соединяем центр с центром. Слегка достаем пройму, чтобы было удобнее проложить строчку. Соединяем по плечевым швам. На тесьму молнии не обращаем внимания, она не будет совпадать с краем изделия. Вывернем. И посмотрим с лицевой стороны, насколько хорошо прячется тесьма молнии. Да, четко до плечевого шва. А с этой стороны кажется, что один зубчик лишний. Я бы его удалила. Удалила лишний зубчик. Теперь нужно в этом месте снова соединить подклад с изделием и перепроверить. Закалываю тесьму молнии. Соединяю подклад с изделием, ориентируясь по плечевым швам. Выворачиваю. Да, так мне нравится гораздо больше. Сейчас соединяю подклад с изделием по пройме до плечевых швов или слегка ниже. Вывернем, перепроверим. И потом останется соединить только по центральным линиям спинки. Будьте очень внимательны, не зацепите лишнюю ткань.
выверну и перепроверю, насколько хорошо все совпадает. Да, меня здесь все устраивает, значит можно продолжать. Сейчас прокладываем закрепляющую припуски строчку. Загибаем припуски на подкладку и со стороны подкладки прокладываем строчку на 1 мм. Подлазить сюда не очень удобно, так что будьте предельно внимательны и не захватите лишнюю ткань. И если подлезть прямо до плечевого шва, не захватив лишнюю ткань, невозможно, значит будем прокладывать закрепляющую строчку с того момента, с какого позволяет лапка. Вывернули, смотрим. Сейчас нужно будет рассечь припуски и в этой области делать интервал поменьше, так как здесь большой изгиб и появляется большая сборка. В местах, где лапка не позволила мне проложить закрепляющую строчку, я не буду рассекать припуски. Здесь у меня уже идет ровная линия. Могу позволить себе этого не делать. Рассекла припуски и в центральной области сделала интервал между ними поменьше. Вывернем и посмотрим. Что касается подкладки, нам осталось лишь соединить ее с основным изделием по центральным линиям спинки. Также подлезем сюда через низ. Нужно соединить подклад и изделие лицом к лицу. Для этого немного достанем горловину, чтобы удобно было подлезть. И теперь берем основное изделие. С этой стороны берем подклад и соединяем. Уравнивая срезы. Находим контрольные точки. Контрольная точка линии талии на подкладке и на основном изделии. Она у меня здесь. Соединяем. Также контрольные точки по бедрам. И теперь соединяем по всему периметру. Уравнивая срезы. Обратите внимание, низ подкладки уже подвернут. Идем на машинку, прокладываем строчку. Начиная с того момента, с которого закончили соединять изделие с подкладом в горловине. И чтобы не зацепить лишнюю ткань, лучше сдвиньте ее влево и закрепите. В данном случае я начну прокладывать строчку снизу, так как со стороны подкладки мне будет виднее и удобнее. Строчку буду прокладывать, точно продлевая уже имеющуюся строчку, которая соединяет молнию с основным изделием. Вывернули, смотрим. Лицо, изнанка, наш подклад.
То же самое делаем и со второй стороной. Слегка достаем горловину, чтобы нам было удобно подлазить. Берем подклад, берем основную ткань и соединяем, оставляя все наше основное платье внутри. Соединяем по контрольным точкам. Также не забудьте для удобства подвинуть лишнюю ткань влево и закрепить, чтобы она не подлезла под лапку. И с этой стороны я уже буду прокладывать строчку сверху вниз. Застегнем молнию. На этом платье молния таким образом застегнута никогда не будет, но чтобы перепроверить себя, застегнули полностью. Нам осталось только подвернуть низ и затем хорошенечко все отгладить. Для этого убираем бегунки, они нам мешают. Выворачиваем низ на лицо изделия. Здесь низ как раз упирается в тесьму молнии, можно ориентироваться по ней. И прокладывать строчку будем вровень уже имеющейся строчки. То же самое и с другой стороны. Идем на машинку. Проложили строчки, выворачиваем. Проверяем, чтобы низ изделия идеально совпадал. Все, значит, нам осталось только проложить строчку по низу изделия. У меня припуск по низу 5 сантиметров, чтобы было максимально удобно. Я в некоторых местах отмечу 10 сантиметров. Ровно до этого момента нужно подворачивать низ изделия. Иду на утюг и заглажу низ изделия, после чего проложим строчку. На этой машинке у меня есть режим потайного шва, им я и воспользуюсь. Потайной шов выглядит вот таким образом. Подобный шов есть во многих машинках, просто нужно уметь им пользоваться. Для этого мне нужно отогнуть лицо изделия таким образом, чтобы выглядывал только припуск. На этом припуске будет располагаться основная строчка, а лицо изделия будет изредка захватываться. Уравниваем припуск со сгибом, чтобы он из-под изделия выглядывал на одинаковом расстоянии. Из-за молнии я не смогу подлезть четко до края, но это и не страшно, начну, отступив сантиметр. Итак, по припуску у нас идет основная строчка, и с некоторыми интервалами захватывается основная ткань изделия. Так это выглядит с изнанки. И так наша строчка выглядит с лица. После проутюжки их будет почти не видно. Так платье выглядит со спинки. И вот так с лица. Осталось его хорошенько отгладить, это я уже сделаю за кадром. И основная идея этого платья – открытая спинка до талии и небольшой разрез снизу. Спасибо за просмотр.
Надеюсь, видео было информативным. Подписывайтесь, ставьте лайк, нажимайте на колокольчик, шейте с удовольствием и будьте стильными.